Здравствуйте. Некоторое время назад я делал небольшой ролик, в котором показывал банкноты, выпущенные госзнаком для других стран, которые иллюстрировались у меня дополнительным материалом, образцами банкнотной бумаги. Это была вот Ангола, Руанда и Венесуэла. Если кому интересно более подробно, пожалуйста, смотрите у меня предыдущий ролик на канале, он висит. И вот, собственно, я еще тогда высказывал сомнения о том, что эта подборка когда-либо может быть продолжена, потому что достаточно сложный материал. То есть, как таковые, сами банкноты, выпущенные госзнаком для других стран, я не собираю. Но если попадается такой дополнительный материал, как банкнотная бумага, его интересно приобрести, для меня, по крайней мере, и интересно его иллюстрировать самой банкнотой. То есть, здесь я отталкиваюсь от листа банкнотной бумаги и потом уже сама банкнота. И, соответственно, если вы видите и смотрите этот ролик, значит, это означает, что эта подборка у меня в итоге продолжилась. Да, и сегодня хотел бы показать продолжение. Еще несколько банкнот, выпущенных госзнаком для разных стран, с дополнительной иллюстрацией в виде банкнотной бумаги, которая для них использовалась. Первая банкнота — это у нас Сирия, 2000 фунтов. Вот это банкноты. Сами эти банкноты, они не особо дорогие, и, собственно, эти страны не являются предметом моего интереса. Они у меня лежат теперь исключительно из-за того, что я базово, первоначально нашел удалось купить лист бумаги, а потом я уже определил, к какой банкноте она относится, и приобрел эту банкноту. Вот, банкнота 2000 сирийских фунтов. И давайте посмотрим лист бумаги для нее. Лист бумаги с двумя полосами защитными, ныряющая нить с аббревиатурой банка и номиналом. Давайте сравним. Вот они на банкноте, я думаю, надеюсь, что это должно быть видно. И водяной знак. Водяной знак, герб и номинал. Тоже я надеюсь, что это как-то более-менее видно. То есть, да, вот Сирия, банкнотная бумага для этой банкноты и, соответственно, непосредственно уже законченный продукт. Дальше у нас идет Йемен. Йемен, 1000 реалов. Вот такая банкнота, более такого большого размера, чуть-чуть больше, чем сирийская. Опять же, повторюсь, ни Йемен, ни Сирия не входят в круг моих интересов, чтобы именно как с точки зрения баллистики их собирать. Но вот с другой стороны, так, скажем, вынужденно с ними соприкасаешься, но все равно любопытно. Все страны собрать невозможно, если есть причина находится для покупки, то да. Вот. И вот такой вот лист бумаги. Тоже защитной полосой. Здесь есть границы, которые определяют уже размер банкноты. Но банкнота чуть-чуть сдвинута, то есть она должна быть вот так вот как-то расположена, потому что вы видите, вот он герб и номинал. И, соответственно, на листах банкнотной бумаги, на листе, точнее, бумаги, он также расположен. А защитная полоса уже, соответственно, сдвинута. Вот защитная полоса, вот так вот это выглядит. Вот это у нас Йемен, 1000 реалов. И, наконец, третий на сегодня завершающий, не знаю, навсегда или на ближайшее время завершающие банкноты этой подборки. И здесь я хотел бы поподробнее остановиться, потому что, видите, лист, начну даже с листа банкнотной бумаги, он с отметкой, с подписью кого-то. И когда я покупал вот это вот все, покупал одного продавца, честно скажу, что в процессе переговоров, в процессе диалога, за счет того, что лист, испорчен, да, не испорчен, но на нем есть дополнительная подпись чья-то, продавец даже сделал за счет этого скидку. Я, честно говоря, даже и купил этот лист только из-за того, что он сделал скидку, потому что это, опять же, Ангола, и покупать Анголу, у меня Ангола вроде бы уже была, и не очень интересно. Но нисколько не пожалел я, купив именно этот лист. Почему, вы сейчас поймете, потому что если мы с вами посмотрим саму банкноту, то окажется, что это подпись руководителя банка. Видите? То есть, видимо, именно он лично, собственноручно утверждал этот номинал, банкнотную бумагу для этого номинала и
защитные элементы на ней. И, соответственно, потом, впоследствии, именно его подпись оказалась на этой банкноте. То есть теперь для меня очевидно, что от недостатка, да, вот, отметки дополнительной подписи чьей-то на банкнотной бумаге мы переходим, наоборот, к достоинству и к преимуществу, что можно положить в альбом личный автограф председателя банка или руководителя банка, не знаю, как он правильно, ну, руководитель, наверное, да, банка Ангола на тот момент. При том, что я могу сказать, что, допустим, вот на этом номинале подпись другая, другой управляющий банка. Поэтому у меня не было даже идей. То есть вот этот номинал 2000, у меня он был раньше, но я даже не думал, что так получится. Только когда я купил банкноту уже саму, понимая номинал по линии, по защитной полосе, я вот этому увидел, удивился и даже немножко обрадовался. Спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, что было интересно. Увидимся.